Всем снова привет из Филиппин. Хозяин моей квартиры попросил меня погулять где-нибудь пару дней, поэтому я сел на велосипед, взял с собой палатку и поехал покататься. Дело в том, что когда шел дождик, он и дошел до своей крыши. И за эти 2 дня они хотят починить мне крышу и сделать небольшой ремонт. Ну что ж, поехали! Избушка, избушка, повернись к лесу передом, а к Ивану задом и немножко наклонись. Наклонилась изба, отвалилась труба, все в избушке загремело, словно там была борьба. Прикольно, встретил вот такую вот избушку на курьих ножках. Ладно, едем дальше. Целью своей поездки я выбрал местечко на карте под названием 100 Steps Manhayat. Это примерно в 80 километрах от моего дома. Я там никогда не был, но судя по карте, там очень красивый вулканический утес и каменистый пляж. Именно там я планирую поставить палатку и заночевать. Около 30 километров проехал, я сейчас в городе Амлан. Здесь сделаю первый привал, зайду в 7-Eleven, возьму что-нибудь покушать. Типа булочек и что-нибудь попить. Hello. Остановился перевести дух, взял себе в 7-Eleven покушать. Рис с мясом, хот-дог, шоколадка и энергетик. Впереди еще где-то 50 километров нужно проехать. Время 9:30 утра, а выехал я, наверное, где-то в 8 утра. То есть за 1,5 часа я проехал 30 километров. Не то чтобы быстро, еду в своем темпе, никуда не спешу. У меня давно была идея попробовать поехать в велопутешествие по Филиппинам. И нечто похожее я уже сделал, когда ездил вокруг острова Негрос на велосипеде. Тогда приходилось останавливаться в гостиницах каждую ночь, что не совсем, конечно, бюджетно. А сейчас я хочу попробовать останавливаться в палатке. Ну или если ехать куда-нибудь, то чередовать ночь в палатке, ночь в отеле. Так будет бюджетнее. Поэтому в этой поездке я еще хочу попробовать испытать, как это вообще после велопутешествия ночевать в палатке, ночевать на берегу, потому что раньше я такого никогда не делал. Откровенно говоря, я привык к комфорту, и мне трудно засыпать не то что на природе, мне трудно засыпать вообще в незнакомом месте, даже в отеле я не сплю. В этой поездке я хочу проверить подобный формат велопутешествия. Ну и узнать для себя, смогу ли я таким образом путешествовать или нет. Пока еду, вот такую тему еще хочу осветить. Я смотрю, судя по комментариям, многие очень стереотипно мыслят о Филиппинах, о стране в целом. Многие думают, что это страна бедных, что здесь одни бедные. Это неправда. Здесь точно так же, как и у нас, есть и богатые люди, есть и очень богатые люди, есть и средний класс, но есть и бедные. Ошибочно судить о стране по местам концентрации бездомных. Взять, например, Манилу. Там есть богатый район Макати, где сосредоточены бизнес-офисы, весь бизнес, деловые люди. Все очень чисто, ухожено, небоскребы, высотки, рестораны.
И если отойти на километр, попадаем в бедный район, где бездомные просят милостыню, пристают. Все очень грязно, мусор на улице. Поэтому все относительно. Здесь точно такие же возможности, как и у нас. Здесь после школы можно поступить в университет. Сделать это можно на бесплатной основе. Выучиться, получить образование, устроиться на хорошую работу. Зарплаты здесь такие же, как и у нас в провинции. Например, медсестра с высшей категорией и с опытом получает до 25 тысяч песо. Это примерно $500. Ну или 35 тысяч рублей, наверное. Сотрудник колл-центра на старте получает от 12 тысяч песо и до 25 тысяч песо, если это уже сотрудник с опытом работы. Здесь проще заниматься бизнесом. Здесь нет такой бюрократии, как у нас. Любой может напечь булочек, сесть возле дороги, и все, он бизнесмен. Официально оформлять бизнес сразу не обязательно. Можно начать свое дело, попробовать, пойдет, не пойдет, а уже потом через несколько месяцев оформляться. Самое большое заблуждение – это пытаться всех сгрести под одну гребенку. Филиппины – это 7000 островов, и многие островные группы развивались исторически отдельно от других. Отсюда свой язык, свои какие-то культурные особенности, даже внешность. На Филиппинах более сотни диалектов. Люди с одного острова не понимают людей с другого острова. Есть государственный язык тагалог, который все должны учить в школе. Но на нем, как правило, разговаривают в столичном регионе. На других островах разговаривают на других языках. Например, только на нашем острове Негрос 3 языка. Это висайский, илонга и хулиганон. Не могу произнести. Халиганан. На разных островах люди даже выглядят по-разному. Поехал грузовик с сахарным тростником. Например, у нас на острове люди более смуглые, с большими круглыми глазами. На других островах, например, люди более со светлой кожей и с более узкими глазами. Отсюда в корне неверно говорить о том, что все везде одинаково. Здесь тоже все люди разные. Второе заблуждение о стране, что здесь очень дешево и люди сюда едут за доступной жизнью. По сравнению с Россией, это не совсем правда. Здесь очень много что дороже, чем у нас. Дороже овощи, дороже мясо, дороже интернет, дороже электричество. Единственное, на чем можно сэкономить, это на одежде. Здесь не нужна теплая одежда. Ну и некоторые услуги и сервисы стоят подешевле. Например, парню, чтобы постричься, нужно всего 50 песо. Это около $1. Что касается аренды жилья, ну, насколько я помню, цены примерно такие же, как у нас в провинциях. Например, свою квартиру я снимаю за 10 тысяч песо в месяц. Это примерно 15 тысяч рублей. Насколько я помню, в регионах за 15 тысяч рублей тоже можно снимать однокомнатную квартиру. Очень сильный встречный ветер, тяжело ехать, еще и в горочку немножко. Я подъезжаю к городу Баис. Вообще мне это место очень нравится здесь. В этом районе много полей по выращиванию сахарного тростника, из которого делают не только сахар, но и местный ром, в том числе тандуай, самый популярный ром среди местных. А по дороге то и дело проезжают фуры, груженные сахарным тростником. Иногда ветки тростника валяются вдоль дороги на обочине. Одну такую я и решил попробовать. Я тоже вдоль дороги подобрал ветку сахарного тростника. Очень сладкий, концентрированный сахар. Но жесткий. Ай, и в песке, походу. Бля. Я так понимаю, это ферма по добыче сахарного тростника. Вот люди добывают сахарный тростник, а вон тот паровозик увозит его куда-то. Красивые горные пейзажи, это, конечно, очень хорошо и красиво, но уже, наверное, несколько километров не было никакой лавочки и магазинчика, а у меня кончилась водичка. Фух. Солнышко поднялось, время, наверное, ближе к обеду, я начинаю гореть. Сегодня жаркий очень день, не самый лучший для длительного велопутешествия.
Вроде не сильно устал, еще, наверное, ехать километров 20 или 30 осталось. Но солнышко начинает сильно печь. Доехал до города Бай, сейчас зайду в 7-Eleven, сделаю остановочку, закуплюсь водичкой и отдышусь маленько. Hello. You buy me breakfast? Водичка. Thank you. You're welcome. Промышленные солнечные электростанции – обычное дело для Филиппин. И за моей спиной одна из них. Солнечные панели простираются далеко-далеко. Смотрите. Осталось, наверное, несколько километров, но я очень сильно перегрелся на солнышке. Вот уже Red Bullчик в ход пошел. Я в последнее время совсем обленился, на велике давно не ездил. Постоянно сижу дома, давно не тренировался. Становлюсь старым и ленивым, наверное. Merry Christmas и Happy New Year. Они с вывесками вообще не заморачиваются. Да и правильно, в следующем году опять вешать, так что пусть висит. Я не знаю, что будет в плане еды в месте моего назначения, поэтому я хочу взять куру-гриль. Половина куры-гриль стоит 130 песо. Целая 260 получается. И возьму немного овощей тоже, курицу на всякий случай. Что-то в горочку тяжело ехать под солнышком. Вот к этому утесу-то я и ехал сегодня целый день. Просто потрясающе красивое место. Вход сюда стоил всего 20 песо. Обожаю такие места на Филиппинах, где в результате вулканической активности образовались утесы и где скалы соединяются с океаном. Это самые красивые места. К сожалению, здесь не получится переночевать, потому что это место работает только до 5 вечера, и здесь с ночевкой остаться нельзя. Поэтому придется искать другое место для ночлега. Сейчас время начала 4-го. Нужно до 5 найти место, где можно палатку разбить и остаться с ночевкой. Я не думал, что будет так сложно найти место для того, чтобы бросить палатку на берегу. Я уже заехал, наверное, в 5 мест. Везде какая-то фигня. То резорт какой-то перекрытый, то камни вулканические, берега нету. Я не думал, что у меня возникнут проблемы, чтобы просто бросить палатку на пляже. Сейчас местные посоветовали мне какой-то Арома Бич в Манхойот, в городе Манхойот. Поеду проверю. Мне важно найти место для ночлега до темноты. Советчики, блин, насоветовали. Никакой это не сайт для бэкпекеров, не для палаточников. Обычный резорт, 1,5 штуки стоит ночь. Это против нашей концепции платить за ночлег сегодня. Еду искать дальше. Вечно поиск жилья занимает целую кучу времени. Ничего подходящего не могу найти для остановки.
Вот тут я буду жить сегодня. Тут из ориентиров 2 собаки и компания филиппинцев, которые пьют ром. Мне здесь понравилось, потому что филиппинцы уже налили мне рома. Поэтому я останусь здесь. Они, правда, сказали, что это территория какого-то Тарзана, и надо ему дать будет денег. Обзор походного сетапа. На руле висит спальный мешок. Natural Hike достаточно легкий, но теплый, я в нем уже спал. На багажнике палаточка. В сумочке под рамой подушечка надувная, надувной коврик и дождевичок. Ну а в рюкзаке пенка, запасная футболочка, запасные шортики. Ну и так по мелочи. Щетка, зубная паста, шампунька. Группа ребят, которая тут отдыхала, с наступлением темноты собралась домой, оставив меня наедине с Тарзаном. Кто он такой, я так и не понял. То ли хозяин данной земли, то ли просто смотрящий. Его жилище было совсем рядом от той полянки, на которой я поставил палатку. По-английски он не разговаривал от слова совсем, поэтому мне пришлось поднапрячься и вспомнить весь свой скудный словарный запас на висайском. Я просто обожаю филиппинское гостеприимство. Я приехал черт знает куда. Я ездил, искал место для того, чтобы поставить палатку, наверное, несколько часов. Я объездил 8 или 9 подъездов к морю и ничего не мог найти. То какие-то скалы, то какой-то резорт, где нельзя проехать. В итоге я сейчас остановился на косе в деревне Манхойот. Вот здесь будет карта, я покажу, где я сейчас. Приехал, смотрю, какие-то ребята отдыхают. Я подошел к ним и спросил: ребята, можно я здесь поставлю палатку? Они сказали, что да, только эта земля принадлежит какому-то дядьке, надо спросить у него. Ну окей, они позвонили этому дядьке, приехал дядька, он по-английски вообще не разговаривает. Ребята говорят, ему надо что-то там заплатить. Я думаю, ну сколько? Ну не 1500, как в резорте, куда я заезжал до этого. В итоге, как выяснилось, дядьку устроит цена бутылки тандуая, бутылки рома. Это где-то 120 песо. На этом мы сошлись. При этом ребята угостили меня ромом, со мной посидели, поболтали. Прикольно, конечно, но когда я начал ставить палатку, они меня просто окружили и стали смотреть. Ничего себе, приехал европеец, ставит палатку здесь у нас. Не думаю, что иностранцы здесь обычное дело, потому что я заехал не в самое туристическое место. Всем доброе утро. Не скажу, что хорошо спал. С вечера было трудно уснуть, было очень душно. Потом ночью пошел дождик, ну зато палатка прошла испытание дождем. Бедный Йорик, быть или не быть, вот в чем вопрос. Фу, вонючий еще. Сейчас приду в себя, пару часиков здесь на пляже и поеду домой. Следующий стереотип, который бы я хотел осветить, это то, что все филиппинки мечтают встречаться с иностранцами только ради денег. Многие уверены, что филиппинки спят и видят, чтобы выйти замуж за иностранца для того, чтобы выбраться из нищеты. Это утверждение тоже немножко неправильное. Кто-то да, а кто-то и нет. Все случаи индивидуальны. Многие просто очаровываются общением с иностранцами, их культурой, и жизнь с иностранцем для них кажется более интересной и разнообразной. Например, у меня была подруга, которая сама была готова за меня платить в резортах, в ресторанах, куда-то возила постоянно. И что из меня с нищеброда на велосипеде можно было взять? Поэтому утверждение, что филиппинки хотят встречаться с иностранцами из-за денег, это не совсем верно. Я скажу, что иностранцу здесь проще получить женское внимание, но это внимание вы получаете только на первых этапах. Что с ним делать дальше, уже зависит от вас. В отношениях с филиппинкой через какое-то время появляются те же самые проблемы, что и в отношениях с любой другой девушкой с любой другой страны. Пары сходятся, пары расходятся, пары ругаются, пары ссорятся, дерутся, выясняют отношения. Все точно так же, как и в любых других обычных парах. Это работает и в обратную сторону. Только среди моих знакомых есть 3 пары, когда русская девушка вышла замуж за филиппинца и живут счастливо, строят семью, у них уже дети и все в порядке. Еще некоторые девушки мне объясняли, почему они выбирают жить с иностранцем, потому что, по их словам, у иностранцев всегда есть план на будущее. Они планируют, они прагматичны, в отличие от филиппинцев, многие из которых живут только одним днем. В целом есть такое, что у многих филиппинцев нету долгосрочного планирования, что они планируют буквально на завтра. В отличие от иностранцев, которые планируют свою жизнь на годы вперед. Эта черта зачастую подкупает филиппинских девушек. Дядька, который следит здесь за территорией, собирает и высушивает морские водоросли. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much.
200 песо я оставил своему ночному сторожу. И сейчас возвращаюсь домой. Он вчера мне показал, где можно принять душ. Показал бочку с пресной водой. И охранял меня всю ночь. Обратный путь мне дался нелегко. Вроде и ветер был попутный, и солнце не такое палящее, как вчера, но ехать было тяжело. Сказывалось то, что я уже давно забросил длительные велопоездки, обленился и размяк. А также сказалось то, что сильно обгорели плечи вчера. Зря я пренебрег закрытой одеждой. Остановился позавтракать. Hello. Can I dine in? What food you have? You have coffee? One fish soup and one rice. And one coffee. Thank you. $132 песо обошелся мне завтрак. Не так уж и дешево. Я надеюсь, к тому моменту, когда я вернусь домой, хозяин уже починит крышу в моих апартаментах. И вторую ночь мне гулять уже не нужно будет. Я просто в восторге от этой палаточки. Natural Hike. Она прекрасно подходит для того, чтобы возить ее на велосипеде на багажнике. Она весит чуть больше килограмма. Килограмм 400 грамм, по-моему. Я ее заказал на Lazada. На азиатском сайте онлайн-покупок. Стоила она, по-моему, что-то около 5000 песо. Как показал мой эксперимент, спать в палатке – это не для каждого. К этому нужно привыкать. Еще, на удивление, оказалось проблемой найти место для того, чтобы разбить лагерь. Каждый кусочек пляжа кому-нибудь принадлежит. То резорт, то чья-то земля, то просто место непригодно для кемпинга. Надо было больше на велосипеде ездить, а не перед компьютером сидеть. Привет! В длительном велопутешествии с палаткой есть свой романтизм, но бросаться грудью на амбразуру все же не стоит. Хочу дать несколько советов тем, кто задумывает нечто подобное. Первое и самое главное – катайтесь. Катайтесь часто, катайтесь много. Подготовьте свое тело к длительному велопутешествию, чтобы оно вас не подвело посередине маршрута. Не пренебрегайте спортивной одеждой, такой как велошортами с силиконовой подушечкой под задницей. Это поможет избежать мозолей в неприятных местах. Облегающей футболкой с длинными рукавами и воротником, чтобы не обгореть по пути на ярком солнце. И велоперчатками. Это поможет уберечь ладони в случае падения. Будьте готовы к поломкам и всегда возите с собой ремкомплект. Пейте воду как можно чаще. Это нужно не только для того, чтобы восполнять баланс жидкости в организме, но и для того, чтобы не иметь проблем с коленями впоследствии. Думаю, соблюдая эти простые правила, вы сможете преодолеть не 100 километров вместе с вашим велосипедом. Ну а вернувшись домой, я обнаружил, что крышу мне так и не успели починить за эти 2 дня, что я отсутствовал. Если вам понравился формат велопутешествия, поставьте свой лайк и подпишитесь на канал. Это будет меня мотивировать снимать в таком формате и дальше. Всем спасибо и всем мира. Здорово, пацаны. Толстая собака нас киданула, поэтому я к вам пришел. Пацаны, скажите спасибо тем ребятам, имена которых вы видите сейчас на канале, за тот донат, который они прислали и поддержали канал с прошлой серии.
Дай лапу.